Дюна увидела свет в 1965 году и к сегодняшнему дню превратилась в целую вселенную, в которую входят по 2 десятка книг, несколько комиксов, 5 видеоигр и 1 настольная игра. Но сегодня мы с вами поговорим о фильме 2021 года. Эти варвары, Харконнены, пришли задолго до моего рождения. Фрэнк Герберт успел написать 6 книг, составивших цикл «Хроники Дюны», а спустя 15 лет после смерти автора, его старший сын Брайан, в соавторстве с известным фантастом Кевином Андерсоном, приступил к работе над расширением отцовской вселенной. Устроили семейный бизнес, так сказать, за что лично я, как думаю и многие из вас, говорим им огромное спасибо за эту шикарную историю. Пацаны, вообще, ребята, классно! Брайан, в соавторстве с известным фантастом Кевином Андерсоном, превратили оставшиеся после Фрэнка наброски заключительной части цикла в 2 толстенные книжки, подводящие итог под всей сагой, а также рассказали предысторию цикла, заполнили пробелы между книгами хроник и заглянули в далекое прошлое вселенной. В общем счете, события книг Брайана Герберта и Андерсона охватывают 15 тысяч лет. Вы только представьте огромнейший масштаб всей этой истории. Я сам не так давно стал читать Дюну, и пока даже не могу предположить, как именно будет развиваться сюжет за такое количество лет. Чтобы познать путь Бене Гессерит, нужны годы. Первый фильм цикла Дэни Вильнёва рассказывает нам историю молодого аристократа Пола из дома Атрейдес. Мы Атрейдесы. Нет призыва, который мы бы отвергли, нет клятвы, которую мы нарушим. Времен Галактической империи далекого будущего. По книге Полу 15, а актеру Тимоти Шаломе на момент съемок 23 года. Но Тимоти в фильме выглядит гораздо моложе своего возраста, что не вызывает возрастного резонанса. Спасибо за унижение, старик. Чтоб ты не расслаблялся. Семью Пола по приказу падишаха императора отправляют на Аракис. Дому Атрейдесов надлежит немедленно принять управление над планетой Аракис. Единственную планету, где добывается пряность. Специя – священный галлюциноген, Это вещество обладает целым рядом удивительных свойств. дарующий долгую жизнь и небывалое здоровье. В том числе без него невозможны космические перелеты, а потому оно практически бесценно. За горстку специй можно купить дорогой дом. Ее нельзя изготовить, она добывается только на Аракисе. Казалось бы, управление этой планетой – огромная честь и выгода. Однако, Атрейдесы не рады такому ходу событий. И не зря, ведь они попадают в смертельную ловушку. На Аракисе нам грозит огромная опасность. Дюна – это сочетание интриг космических аристократов, Это политические игры. приключения в опасной, но прекрасной пустыне, где обитают гигантские черви. Сложил, он монстр. А вода является сокровищем. Также в Дюне присутствует предательство. Значит, для императора мы опасны. Отняв Аракис у Харконненов и передав планету нам, он посеял зерно вражды. И древние пророчества. Глубокие размышления о сути политики, войн, религии и экологии. Книгу ранее уже экранизировал Дэвид Линч в 1984 году, а теперь за нее взялся режиссер «Прибытия» и «Бегущий по лезвию» 2049. Я очень люблю фантастику, потому что она позволяет говорить о более трудных вещах очень динамичным образом. Вильнёв экранизировал только первую часть серии, не став втискивать масштабный роман в хронометраж одного фильма, как, например, это сделали с «Темной башней» Стивена Кинга, тем самым обрекая фильм на провал. А потому за кадром остались моменты, которые лично у меня вызвали бы вопросы, если бы я не читал книгу и ничего не знал о мире Дюны до просмотра фильма. Отныне ты будешь присутствовать на совете и учиться у меня. Например, почему в мире далекого будущего практикуется бой с холодным оружием? Все дело в массовом распространении силовых щитов, от переносных, которых хватает лишь на фигуру одного человека, до таких огромных, что их будет достаточно, чтобы защитить здание или корабль. Силовой щит может остановить быстро движущийся объект, например, пулю или быстрый удар клинком, однако пропустит медленный. Герои Дюны в фильме практикуют тактику боя, когда атакующий быстро замахивается и наносит удар, но в конце чуть замедляет руку с холодным оружием. Сдавайся. В фильме Вильнёва это визуализировано с помощью цветов. При прохождении объекта под щит его аура окрашивается в красный. Синий же говорит о стабильности защиты и высокой скорости удара. Почему Пол видит очень реалистичные сны? Поведай о своих снах. В книге предвидение – это не магия, а способность ума более высокой степени эволюции. После уничтожения машин создали школы, в которых стали развивать возможности мозга и разные таланты в людях. В школе Бене Гессерит женщины при использовании особого зелья погружались в транс, в котором могли заглядывать в прошлое других женщин. В мире Дюны мужчины не обладали подобными способностями. Существовала легенда, в которой сказано,
сказано, что однажды придет мужчина Квизац Хадырача. и обретет с помощью зелья внутреннее зрение. Он заглянет и в мужское, и в женское прошлое. Его уму покорится пространство и время. Тебе суждено многое. К тому же сестры Гессерит во время беременности способны влиять на пол будущего ребенка. Мать Пола была уверена, что именно она выносит и родит мужчину, которому будут подвластны видения. Ведь ты унаследовал огромную силу. Потому что я сын герцога? Потому что ты сын Джессики. Поэтому с раннего детства она обучала своего сына развивать способности, Хочешь пить? Заставь меня подать стакан. Мам, я только проснулся. которые помогали распознавать колебания энергетического, звукового и физического мира, а также учиться управлять этими способностями незаметно для других. Дай мне воды. Стакан тебя не слышит, прикажи мне. Дай мне воды. Ребекка Фергюсон играет мать Тимоти Шаломе, несмотря на то, что она старше его всего на 13 лет, и вышло это у нее просто отлично. Верю. Я отдам за него жизнь. В моменте, когда она отправляет своего единственного сына проходить испытание, Испытание простое. Вынешь руку из коробки — умрешь. где он будет терпеть жуткую боль, а если не справится, то его убьют, актриса потрясающе передала эмоции, присущие ее героине. Этот момент просто невозможно смотреть без эмоционального напряжения. А сам же Тимоти отлично отыграл в моменте, где юноша, которому больно настолько, что ему кажется, будто его рука горит в огне и обугливается. Изначально еще пытается храбриться, но после только ждет, чтобы эта пытка побыстрее закончилась, и больше не может сдерживать крики. Молчать. В Дюне 84 года Харконнены были изображены рыжеволосыми. В этом фильме они все лысые. Слабая добыча пустыни, моей пустыни, моего Аракиса. Композитору Хансу Циммеру одновременно поступили два предложения – поучаствовать в проекте «Довод» Кристофера Нолана и возможность поработать над «Дюной». Так как Ханс является большим поклонником романа «Дюна», решение он принял без раздумий. Музыкальная составляющая является важной частью погружения в атмосферу фильма, и Хансу Циммеру это прекрасно удалось. Еще одна странность. Почему в фильме практически не показывают продвинутых технологий, кроме космических кораблей? Никаких компьютеров, роботов и прочей вычислительной техники. Дело в том, что задолго до событий Дюны произошла война с восставшими машинами. После победы над искусственным интеллектом было решено уничтожить все думающие машины и ввести запрет на их использование. Для тех, кто не читал книгу, опять же, это остается загадкой. Нам оставили хлам вместо оборудования. Вместо компьютеров в мире Дюны используются ментаты. Они способны не только производить сложные вычисления в уме, но и анализировать большие объемы данных, чтобы сделать краткий, но чрезвычайно полезный вывод. Тем не менее, им присущ человеческий фактор, но ошибаются они крайне редко. Чем реже ошибается ментат, тем выше его ценность. В фильме Вильнёва нам показывают вычисление ментатов с помощью закатывания глаз. Вы видели? Вы видели сами. Из-за своих способностей ментаты используются главами домов в качестве ценных военных советников и аналитиков. Кстати, в книге отмечалось, что способностями ментата обладал и Пол, из-за чего его отец считал, что сын станет величайшим правителем дома Атрейдес. Ты будущее дома Атрейдесов. Периодически в фильме мелькают быки. Все потому, Да мой дед дрался с быками ради забавы. Именно. Так и погиб. во время корриды, которая является древней традицией планеты Атрейдесов. Аракис видел подобных вам, они приходят и уходят. На одном из интервью Дэнни Вильнёв сказал: «Только настоящие декорации могут по-настоящему вдохновить на фильм». Поэтому подавляющее большинство декораций и реквизита было реальным. В ходе съемок группа изрядно поколесила по миру. Песчаные дюны снимали в пустыне Вади-Рам, которая находится в Иордании. Сцены океанического мира Каладана были сняты в Норвегии. Помимо этого, производственная группа побывала в Арабских Эмиратах, Словакии и Австрии. Павильонные же съемки проходили в столице Венгрии, Будапеште, где Вильнёв снял значительную часть сцен «Бегущего по лезвию» 2049. Также для статичных кадров была построена полноразмерная декорация орнитоптера.
Стеллан Скарсгард провел почти 30% своего съемочного времени в гримерном кресле. На создание образа барона уходило около 8 часов в день. Скарсгард утверждал, что сам он не очень-то актерствовал, потому что большая часть его устрашающего присутствия исходит от грима и костюма, в который он был одет как барон Владимир Харконнен. Они все передохнут. Координатор боев Роджер Юань поставил стиль боя дома Атрейдес, основываясь на филиппинских боевых искусствах. Чтобы дом Харконненов казался варварским, их движения основаны на древнемонгольских стилях боя, в то время как сардуукары, являющиеся элитной военной кастой, двигаются как самураи феодальной Японии. Сардаукара в бою не спутаешь ни с кем. Что касается второстепенных персонажей, то персонаж Кинос изначально была мужчиной, а вот Джейсон Момоа, сыгравший лучшего друга Пола, отлично передал характер своего героя, как и Гарни Холлик, роль которого исполнил Джош Бролин. Почему режиссер выбрал такую цветовую гамму? Ведь она слишком скучна и однообразна. Все дело в том, что в книге солнце на Аракисе белое, но опять же, выбор именно таких цветовых эффектов визуально не передает беспощадную жару планеты. И это огромный минус всей экранизации. Однообразный тон всей картинки слишком быстро приедается зрителю, из-за чего может показаться, что в фильме чего-то не хватает. Но его спасают напряженные экшн-сцены, превосходный актерский состав, а также, конечно, прекрасная графика. Это точно. В актерском составе Дюны один обладатель премии «Оскар» Хавьер Бардем и 3 номинанта на «Оскар» Джош Бролин, Тимоти Шаломе и Шарлотта Рэмплинг. Требую соблюдения Амталя. Не надо. Кто сразится вместо нее? На мой взгляд, эта экранизация Дюны просто прекрасна. Режиссеру удалось передать дух мрачного футуристичного средневековья и характеры персонажей из книги. Единственное, чего мне не хватило, это химии между Полом и Чани. Но Это только начало. режиссер Дэни Вильнёв объявил, что в продолжении экранного времени у Чани будет более чем достаточно. И наверняка там с химией все будет в порядке. А вы заметили что-нибудь еще, что может быть непонятно тому, кто не читал книгу? Поделитесь в комментариях. И если твой ответ нет, для меня ты все равно останешься самым важным. Ставь лайк, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик. А сейчас тебе на выбор 2 интересных видоса.